Ричард Вэлентайн пришел на кладбище спустя 4 месяца после похорон своего сына Мэтью. В дорогом костюме он стоял у мраморной плиты, ощущая пустоту, которую не могли заполнить ни деньги, ни титулы. Тишину нарушило заявление постороннего мальчика. Тот сказал, что играл с Мэтью в парке. Эти слова застряли в сердце Ричарда как игла в компасе, который сбился с курса. Мальчик, около 11 лет, с растрепанными волосами и карими глазами, был чужим в мире богатых улыбок и холодных собеседований. И в то же время носил в себе ту простую, бесстрашную уверенность, которую Ричард не помнил уже годы. Мальчик показал на фотографию Мэтью и назвал его по-разному, вспомнив, как тот приходил в муниципальный парк после обеда, как смех ребенка звенел, как маленькие колокольчики, звук которого Ричард давно не слышал. Мальчик рассказал о синей кепке, которую Мэтью иногда надевал, о неловких финтах и о том, как тот, несмотря на болезнь, оставался ребенком среди других детей. Оказалось, что Мэтью тайно выбирался из больницы в те дни, когда лечением занимались врачи и сиделки, и находил в парке кусочек нормальной жизни. История мальчика привела Ричарда сначала в детективный отчет, затем к бедной квартире в районе на другом конце города, к Кэролайн, женщине, которая убирала палаты одной из клиник и растила сына Джейка. Там, среди выцветших стен и семейных фотографий в дешевых рамках, он увидел сцену, которую не позволял себе представить. Мэтью жил не только в больничной палате и в календарных приемах. Он жил в игре, в дружбе, в коротких, украденных у болезней часах. Кэролайн передала Ричарду запечатанное письмо от Мэтью, маленький конверт с единственным словом «папа». В письме ребенок просил не наказывать никого за те побеги, объяснял, что парк был его единственным местом, где он чувствовал себя просто Мэтью, а не пациентом. Там же была детская запись о музыкальном карманном часе, вещи, которую Мэтью называл знаком, что отец был рядом. Когда Ричард наконец прочел дневник сына, строки были просты и безжалостно правдивы. Мальчик любил отца, но нуждался в его присутствии больше, чем в подарках и лекарствах. Удар осознания сбил Ричарда с профессионального пьедестала. Все часы, все сделки и амбиции не вернут утраченное время. Он упал на колени на ту самую влажную траву, и рядом, без напоминаний и спича, встал Джейк, посадивший рядом маленькую руку на его плечо, жест, который больше говорил, чем любые деловые отчеты. С этого дня у Ричарда родилось простое требование к себе – стать другим человеком ради памяти сына. Ричард начал приходить в тот парк на ту самую скамейку, где Мэтью сидел и ждал. Он снял маску бесконечных встреч и научился быть плохим вратарем, учась у ребят из соседних домов. Хью, Марка, Гэбриэла, смеясь вместе и теряя достоинство, которое раньше казалось ему всем. Вместо чеков он стал приносить время, помогать с уроками, давать советы по черчению и математике, организовывать репетиции, а не только перечисления на благотворительные счета. Он создал тихую программу, которая давала больным детям дни нормальности, походы в парк, кино и простую детскую радость, без логотипа и рекламы. Кэролайн оказалась тем человеком, который увидел его слом и приняла его попытки измениться. Они стали близки, сначала как соратники в новой миссии, затем как люди, которые научились доверять. Ричард продал особняк, оставив прошлое в коробках и бумагах. Он перестроил корпоративную культуру своей компании. Рабочие часы стали человеческими. Появилась оплачиваемая забота о детях. Офисы получили игровые площадки. Некоторые акционеры ушли, но многие сотрудники впервые увидели в нем не титана, а человека. Прошло время, парк преобразился, камни, служившие воротами, сменились аккуратным полем и маленькими трибунами. На табличке у входа появилась надпись в память о Мэтью, не о деньгах и не о зданиях, а о смехе и праве быть ребенком. Теперь Ричард приходил трижды в неделю, и дети, включая тех, кого он когда-то встретил в больничных коридорах, знали его по имени без приставки «мистер».
Он учил вратарей, чинил промятые перчатки, покупал апельсиновый сок в пластиковом кувшине и слушал истории о маленьких победах. К однажды подошедшему мальчику по имени Сэмюэл Ричард улыбнулся так, как не улыбался раньше. Не богато, а просто. Появился другой больной мальчик, Эндрю, которого дети приняли в команду на несколько часов детства. Музыка карманных часов Мэтью продолжала звучать в его доме, теперь как напоминание не о потере, а о наследии. Ричард записал в дневник сына последнюю строчку. Он стал тем, кем Мэтью хотел видеть отца, несовершенным, но присутствующим. Вместо богатой одинокой жизни у Ричарда возник новый приоритет – быть рядом. Наследие, которое он хранил, перестало измеряться счетами и домами, оно стало измеряться смехом на поле, маленькими объятиями и теми взрослыми, кого он помог вырастить. И в Чикаго, где однажды бизнесмен оплакивал сына у мрамора, теперь несколько поколений детей знали, что им позволено быть просто детьми, хотя бы на пару часов в парке. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.